Удмурты – древние земледельцы. Отлично зная природные условия, умело используя севооборот, они получали со своих полей сравнительно хорошие урожаи. Неразлучным помощником земледельца была лошадь. Землю пахали как старинными двухлемешными сохами, пугеры с двумя оральниками и отвалом, так и новым плугом с железным отвалом. Известно удмуртам было и старинное пахотное орудие сабан. Старинная саха не имеет каких-либо существенных различий от того типа сох, которыми пользовались прибалтийско-финские народы. Лишь рассоха ее была более массивной и с более крутым изгибом. Для лучшего отваливания земли при пахоте использовали полицу. Наиболее распространенной зерновой культурой была рожь, дек. Кроме нее сеяли овес, ячмень, пшеницу, горох, полбу и коноплю. Древней традицией можно считать выращивание репы на подсечных делянках. Это было поле, разделанное из-под леса. Поле под рожь пахали дважды. В первый раз около Иванова дня, а затем двоили в первой половине августа перед посевом. Боронили рамной бороной, усы, с деревянными или железными зубьями. Подсеку после легкой вспашки боронили суковаткой или плетеной бороной. Сеяли вручную, из лубьяного лукошка, кидем куды. Сеял обычно старший из мужчин, умеющий равномерно разбрасывать семена по пашне. Закрывали семена землей с помощью бороны. Уборка зерновых начиналась в конце июля или в начале августа, что зависело от погодных условий и созревания хлебов. Это был самый ответственный период в крестьянской жизни. В закрома должен был попасть весь урожай до единого зернышка. Чтобы обеспечить удачу в предстоящей уборке и принести благодарность за созревший хлеб, не начинали жатву без краткого моления, куящкон. Жали обычно своей семьей, но на помощь могли прийти и родственники, и соседи. Глава семьи приносил жертву духу-хранителю земли Му-Кылчин, ломоть ритуального хлеба и яйцо. В благодарность ему проливал на землю немного взятой с собой водки-кумушки. Эти же ритуальные действия проделывали и другие участники жатвы. Часть принесенной еды и питья уделяли духу-покровителю, остальное съедали сами. После того, как ритуал был окончен, начинали жатву. Старшая из женщин показывала направление, в каком пойдет ряд жниц, и начинала жать. За ней шли остальные. Жали серпом с зазубренным краем, сюрло. Вязали снопы и складывали их в бабки, суслон. В случае непогоды снопы в суслонах могли сохнуть несколько дней. Снопы складывали в суслоны обычно к вечеру,
Сверху их прикрывали перевернутым снопом. После того, как хлеб просох, снопы везли на край поля и укладывали стогом, кабан. В стогу хлеб мог стоять долго, иногда даже по 2-3 года. Для предохранения от грызунов и дождевых вод под скирду ставили лёсь, поставка из тонких жердей и хвои. Целый день, поэтому брали с собой еду и питье, как правило, хлеб, нянь, яйца, курекпус, масло, вой, толокно, джожон и квас, сюкась. На поле забирали и маленьких детей, их везли туда в маленьких двухколесных тележках. На дворе усадьбы перед единым днем, 20 июля, по старому стилю, обмолачивали часть ржи, чтобы испечь хлеб на вину. С поля снопы привозили в телегах, в каждую укладывали до 100 снопов. Прежде чем приступить к молотьбе, на чистом дворе расстилали специальную холстину, на которую и раскладывали снопы колосьями внутрь. Молотили цепами и мужчины, и женщины, но обязательно попарно. Основную часть хлеба молотили осенью, снопы сушили в ригах и нередко молотили в гумне, не имеющего крыши, или на утрамбованной площадке близ риги. Цеп, кутес, имел то же самое устройство, как и цепа других земледельческих финно-угорских народов. Он состоял из ручки и била, соединенных ремешком. После того, как снопы были по первому разу обмолочены, разрезали перевясло, пояс снопа и снова шли с цепами. Затем снопы переворачивали, и обмолот шел до тех пор, пока все зерна не были вымолочены из колосьев. При молотьбе пользовались и другими приспособлениями, такими как грабли и лопата-веялка. При веянии лопатой тяжелые зерна отлетали дальше, ворохом, легкие зерна падали ближе. Так при веянии одновременно происходила сортировка зерна. Удмурты были искусными животноводами. Число скота в хозяйстве зависело от величины семьи и ее благосостояния. В хозяйствах насчитывалось от 1 до 10 дойных коров, лошадей, свиней и овец. Удмурты особенно много разводили домашней птицы – гусей, уток, кур. За ними, как правило, следили дети и пожилые члены семьи. Пас стада деревенский пастух, за плату, собираемую со всей деревни. Кроме того, в помощь пастуху от каждой семьи по очереди выделялся человек. Коров выгоняли на пастбище ранним утром прямо из хлевов или специально огороженного места, куда сгоняли скот со всей деревни. Обязательными для пастуха были пастуший рожок и длинный кнут. Удмурты издавна были известны как искусные пчеловоды.
У них особенно долго практиковалось лесное пчеловодство, вплоть до начала XX века. Хозяин, имевший пчелиную семью в дупле дерева, по мере надобности заботился о ней, а осенью забирал мед. Если рой вылетал, то для его поимки поступали так. На вершину высокой елки ставили ловушку, изготовленную из елового обрубка или еловой коры. Ловушку поднимали вверх с помощью веревки и прикрепляли к дереву. Когда рой залетал внутрь, ловушку с находящимся в ней роем снимали. На рубеже веков пчел большей частью все же держали в выдолбленных колодах-лежаках. Выдалбливали колоды обычные ствола сосны, высота их достигала 1,5 метров. Стояли колоды в саду при доме, однако гораздо чаще их держали в лесу. В зажиточных семьях было до 100 и более ульев. Постепенно распространились и рамочные ульи. Пчельник нередко располагался поодаль от деревни, на лесной опушке, где ставили специальную постройку для хранения инвентаря с полуподвальным помещением, омшанником, в котором пчелы зимовали. Урожай меда зависел в первую очередь от погоды, но, как правило, здесь он был высоким. Нормой считалось снять с каждой семьи 2 пуда меда, 32 килограмма. Случались и более урожайные годы. Липовый удмуртский мед высоко ценился на ярмарках. При осмотре пчелиной семьи или при выемке меда пчеловод был одет в чистую холщовую одежду белого цвета. Реки в Удмуртии были богаты рыбой. Жители ловили в них щук, окуней, лещей и другие виды рыб. Для добычи существовало несколько орудий лова – удочки, бредни, мережи и другие. Мережи, ими ловили весной в половодье, плели из прутьев. Реку перегораживали заколом, в оставленные отверстия вставляли мережи, и рыба в поисках выхода попадала в ловушку. Пользовались удмурты и одним из древнейших орудий лова у всех финно-угорских народов, который назывался у них сак. Он выглядел как большой сачок. На треугольную раму прикреплялся сетевой мешок, а ручкой служила длинная палка. Саком ловили рыбу весной, а также осенью, когда стаи рыб стремились укрыться в омут на зимовку. В мае шла ловля всех видов рыбы с помощью витиля, ловушки типа невода. Достигли удмурты в выращивании конопли и льна. Сеяли лен обычно на старопахотных землях, но иногда и на подсечных делянках, на новинах. Дергать лен начинали в конце августа, занимались этим женщины. После обмолота головок льна снопы на 3-4 недели мочили на лугах.
После мочки лен хорошо просушивали в бане и сразу начинали мять. Работа на льном мялке, еттин-сестон, а также все последующие способы обработки льна составляли самую трудоемкую женскую работу. Для того, чтобы отделить волокно от кострики, женщина, держа пучок льна в левой руке, быстро рубила его билом льня-мялки правой рукой. Следующей работой со льном было трепание. Из каждой пясти льна следовало вытряхнуть остатки костры и мелкие грубые частицы волокна. Для этого пользовались трепалом. Для получения чистого шелковистого волокна лен вычесывали гребнем или щеткой, вначале более редкой, а под конец частой. Вычищенную кудель аккуратно свертывали в пасмы. Осенью, при окончании всех полевых работ, девушки и женщины собирались на посиделки, прясть нитки. Приходились прядениями в ту семью, где ожидалась свадьба, чтобы помочь невесте наполнить ее свадебный короб. Пряли с помощью веретена, но известна была удмуртами и самопрялка-стояк — черсон-машина. Для того, чтобы льняную пряжу как следует отбелить, спряденные нитки закладывали в большие котлы и кипятили с золой, после чего прополаскивали холодной речной водой. Заготавливая нитки к снованию, сматывали их на мотовила, джоктон-пут, а с мотовила на вьюшки, турбича. В том случае, если готовили для ткания разноцветные нитки, для каждого цвета брали отдельную вьюшку.
очень архаичный, как и вообще все приспособления для ткания, был способ снования основы для ткацкого станка на стене. Отсюда и название длины вытканного холста – борт, стена. На одно полотно требовалось 10 пасм, достигающих в ширину до 50 сантиметров. После того, как нужное число ниток для основы, соответственно ширине полотна, было намотано, нитки снимали со стены и заплетали в косу. Эту работу выполняли обычно вдвоем. Нет точных данных о времени появления у удмуртов ткацкого стана. Еще и в начале XX века здесь, в некоторых семьях, ткали на архаичном стане простейшего типа без раны, состоящего из боковых стоек, связанных между собой скамейкой. Навоя здесь не было, и его основа, заплетенная в косу, прикреплялась в колу или стойке. Этот несложный стан занимал мало места в избе, но его постепенно вытеснил более сложный русский станок Кросна. Ткали женщины ранней весной. Девочки рано начинали учиться от матерей технике ткачества, а став взрослыми, передавали это искусство своим детям. Удмуртам были известны самые разнообразные виды техники ткачества: браная, переборная, выборная, многоремизная, закладная, которые широко использовались в изготовлении одежды, скатертей, различных накидок и подстилок. Особого мастерства южные удмурты достигли в изготовлении ковров. Ими украшали избы и клети, служили ковры и постельными покрывалами. Ковер занимал центральное место в приданом невесты, его особенно придирчиво разглядывали гости и родственники, собравшиеся на свадьбу. Древние приемы в технике ткания особенно наглядны в изготовлении различных поясов и тесьмы. Ткали пояса с помощью особых квадратных дощечек с дырочками. Их брали от 6 до 12 штук, в зависимости от того, какой ширины должен был быть пояс. Основу пояса одним концом прикрепляли к стене, а второй конец ткачиха привязывала к своему поясу. Благодаря дощечкам можно было менять отверстия между нитками утка. Получался зев, в который и пропускали уток, прибивая его затем деревянным ножичком. Если изготовление любой одежды было исключительно женской обязанностью, то мужской заботой было обеспечить семью обувью, главным образом лаптями из лыка, кут. Искусством плетения лаптей из липового лыка владел каждый мужчина. И не мудрено. Все время надо было пополнять их запас.
ведь лапти снашивались очень быстро, при интенсивной ходьбе всего за 2 недели. На протяжении многих столетий была отработана и техника плетения, и несложный инструмент. Для изготовления пары лаптей брали от 7 до 9 штук лыковых полос длиною примерно в 2,5 метра. Число заготовок лыка варьировалось. Если плели праздничные лапти, то на них брали от 9 до 11 полос. В течение всего зимнего периода мужчины занимались домашними ремеслами. Из дерева, бересты, прутьев и лыка изготовляли всевозможную утварь и орудия труда, которые должны были быть не только практичными, но, по народным понятиям, и красивыми, ладными.